Привет, друзья! Сегодня будет очень интересный выпуск про большую закупку продуктами. Мы покажем вам привычную нам закупку в большом гипермаркете, но также мы покажем то, что привычно аргентинцам, покупку в маленьких специализированных магазинах. И особенно интересно будет в конце про морепродукты. Пожалуйста, досмотрите до конца. Кстати говоря, мы в первом выпуске обмолвились о том, что здесь есть проблема с покупкой морепродуктов. Берем свои слова обратно. Это вовсе не так. Мы нашли место, где можно купить все, что угодно, и даже в свежем виде. Не переключайтесь. Мы приехали в Макро. Не совсем полностью надпись лезла. Макро — это оптовый гипермаркет. Здесь, если ты покупаешь оптом, там на ценнике указано от скольки штук, действуют скидки. Здесь у нас шампуни для волос, всякие разные, это какие-то местные аргентинские, но здесь есть Дав, Пантин, Натура Сиберика даже есть, вот Лореаль есть. Можно найти что-то такое знакомое. Это какие-то натуральные, Гарниер стоит. Памперсы. Сейчас скажу по ценам на памперсы. Знаю, многим актуально очень. Так, 11-15 килограмм, 36 штук. Если брать 2 упаковки, то будет вот эта цена. Вот я нашла упаковку для самых маленьких с рождения. Одна упаковка 56 штук стоит 3000 песо. Зубные пасты, Colgate, Oral-B. Тут еще такая картинка. Тут еще очень большой выбор есть различных штук для ортодонтического лечения. Ну, не конкретно в этом магазине, а в аптеках есть очень много всяких разных щеточек, лесочек и так далее. Если в Аргентине у вас будет стоять задача купить гель для душа, то вы его здесь точно не найдете. А точнее, найдете вы не его, а просто мыло для тела. Так что под такими названиями, как гель для душа, ничего нет. Тут большущий выбор туалетной бумаги, но проблема в том, что вся она очень тонкая, прям... очень тонкая. И здесь нету почти нигде не указано количество слоев, вот как у нас указывают. В общем, я решила взять один рулон, точнее одну пачку, просто попробовать. Потому что я пока не нашла своего фаворита в туалетной бумаге. Мне еще нужно сегодня купить ополаскиватель для белья. Порошок у меня есть, но, кстати, я вам покажу. Вот у меня такой Ариэль. Вообще, Ариэль здесь, наверное, единственный нормальный порошок. Так даже сами местные рекомендуют его использовать. Так, вот я пришла в ополаскиватели. Никаких знакомых марок тут я не вижу и не видела, поэтому беру просто наугад что-нибудь. Возьму детский. У Марка состоялась встреча с другими детьми, а мы дошли до отдела с маслами. И здесь еще стоят всякие разные бальзамические уксусы. Очень большой выбор есть вот даже в таких объемах. Это получается бутылка 3 литра, стоит 1365 песо. Есть оливковые масла разные в металлических вот таких вот банках. В бутылках, в пластиковых, стеклянных можно выбрать вообще все, что угодно. Мы особо еще не пробовали, тут прям много. Мы брали вот такой вот экстра virgin у нас было. Оно стоит 1130 песо за пол-литра. Подсолнечные масла, тут тоже очень большой выбор. Вот я такое раньше брала, это чисто подсолнечное, надо читать, потому что я первый раз взяла и потом вычитала дома, что было подсолнечно-рапсовое масло. Есть еще в таких больших бутылках. Здесь, чтобы сравнить цену, достаточно посмотреть на ценник. Пишут цену за литр. Соль. Цена 99 песо за 500 грамм. Нам нужна мука. Вот эту и вот эту я уже брала. Мне обе нравятся. Здесь в Аргентине с мукой есть интересная штука. Она маркируется нулями. Если на муке 4 нуля, это значит, что она будет уже с солью и с разрыхлителем. То есть в нее уже добавлять ничего не надо. Если на муке 3 нуля, как здесь, Сергей, сними, это значит, что в нее надо добавлять для выпечки разрыхлитель и соль. Ну и актуальный для многих вопрос — это сахар. Сахар 200 песо за килограмм.
разные консервы. Есть вот чечевица. 131 песо. Есть горошек. Горошек здесь, кстати, невкусный, потому что он абсолютно без соли, без уксуса, без сахара. Он просто, ну, никакой такой. Есть персики. Честно, не пробовали. Я однажды брала какой-то фруктовый коктейль. Он мне не очень понравился, потому что были очень мягкие там фрукты. Чесночки маринованные. Много разных интересностей. И маслины. Маслины, притом, продаются разными объемами. Есть даже вот такие банки, выглядят жутко. Есть вот такие нарезанные оливочки. Такие вот ведра. Масса нетто 8 килограмм, 4 килограмма самих оливок. Большущее количество всяких разных приправ. Просто все, что вы хотите. И это еще мы в обычном гипермаркете. А здесь есть такие магазины, которые называются диетики. Там вообще очень много всяких смесей семечек, приправ, травок и так далее можно найти. Чипсы 795 песо за упаковку. Упаковка большая. Тут супы Кнор. Много картофельного пюре, такой порошок, который разводишь, картофельное пюре получается. Не знаю, есть у вас или нет. В Минске я встречала такое пюре. И много-много томатной пасты. Это просто... паста из томатов, которую здесь активно используют для соусов в пасту. Ну, в пасту, в макароны. И с другой стороны здесь идут сухари. Сухари используют активно для миланеса. Миланеса — это что-то типа филе, такая, ну, как отбивная в сухарях, только они не отбивают, они используют очень тонко нарезанное мясо. А это томатная паста вот в таких объемах. В Аргентине не часто встретишь где-нибудь суп, но вот он продается в таком виде, например. Это Кнор. То есть просто заливаешь кипяточком. Пожалуйста, есть разных вариантов. Ты хочешь супчик? А что ты кричишь? Ты любишь такой супчик? Тебе так нравится? Хорошо, давай возьмем. Другой какой возьмем тебе? Выбирай. Для риса не только характерны большие объемы упаковок. Вот за 864 песо можно взять такую пачку. Большой выбор разного консервированного тунца. Не будем здесь останавливаться. Нам нравится вот этот кетчуп. Мы каждый раз берем по 3 пачки, чтобы была цена пониже. 175 песо за пачку. Макароны, большущий ряд, как обычно, большой выбор. Здесь почти все они из твердых сортов идут. Есть кукуруза, есть дробленая кукуруза для того, чтобы приготовить паэлью. Это какая-то белый маис, то есть белая кукуруза. Много-много макарон, пасты разные, как я говорила. Есть яичная, шпинатная, рисовая, какая хочешь. Огромный выбор жербы. Это, собственно, тот состав, который заваривают для питья маты. Много-много-много разных сортов. Есть с добавками и без, разного вкуса, более терпкие, более сладкие и так далее. Мы пока мало попробовали магазинного молотого кофе. Покупаем в основном в Старбаксе, но цены вы можете видеть. А эти секунды видео посвящаются ценителям растворимого кофе. Нескафе по 729 песо за такую баночку. И есть вот неплохой аргентинский бренд Ля Вирджиния. Он производит также и чай. У этого производителя множество различных пакетированных чаев с абсолютно разными на любой вкус вкусами. Нашему пупсу мы обычно покупаем какао Nesquik. Здесь он есть вот в таких объемах. Нам нужны бубочки, как мы говорим, для завтраков. Вот я думаю, Nesquik надо взять, они вкусные, шоколадные. Погоди, давай лучше возьмем такую пачку, как мы брали, гигантскую. А они не такие вкусные, как Nesquik были. Ну, согласен. Вот здесь, кстати, очень много во всякой детской штуке для детей, очень много красителей. То есть вот такие бубочки, язык будет однозначно цветной.
Подушечки всякие разные. Пойдем дальше. Хочу показать большие пакеты со всякими сухими завтраками. Вот мы в прошлый раз брали вот такой пакет шоколадных шариков. Хватило на очень долго. Сколько мы его ели? Месяца 3, наверное? Месяца 3. Есть хлопья, есть подушечки с начинками. И есть цветные колечки, которые очень вкусные, но от которых очень сильно красится язык. И у них еще такой аромат, что явно они прям очень ароматизированные. Вот, держи, я их нашел. Ты вот это хотел? А это, да, это попкорн, который мы покупаем. Вот этот попкорн, в отличие от того, который можно у нас встретить, у него нет зерен, которые не жуются. То есть да, он мягкий весь. Он мягкий и очень сладкий, и очень вкусный. Да, давай возьмем. Марк лопает печеньки, ему очень понравились. Вот они. И цена, если брать 3 пачки, 267 песо. Мы как раз решили взять 3 пачки, будет удобно давать ему их с собой в садик. Вкусно, Марк? Да. Класс. Марк захотел сока, мы пришли взять сок, который мы любим, он стоит в холодильнике, потому что вот этот вот сок Цитрик, он полностью натуральный из апельсинов. И этот сок продается разными объемами. Вот мы раньше брали такую канистру на сколько тут? 3 литра. И есть еще, я в первый раз сейчас увидела, есть еще и эти же канистры, этот же производитель Цитрик в канистрах на 5 литров и стоит 5 литров 1340 песо. Овощно-фруктовый отдел. Здесь можно брать, но в основном аргентинцы предпочитают всю эту штуку покупать в специальных магазинах, которые называются вердулерия. Там продаются чисто фрукты, овощи и яйца. Не спрашивайте, почему яйца продаются во фруктово-овощных лавках, не знаю. Возьмем, пожалуй, пюре маракуйи, потому что Даша изобрела очень классный напиток. Мартини с ним гораздо вкуснее, чем с лимоном. А вы когда-нибудь видели редиску черри? Кишмиш по 1000 за килограмм. Это не кишмиш. Яблочки здесь такие немножко подгулявшие. Так, красная по 409 песо, 410, зеленая по 520. Салат, он же личуга, по 1000, лимон по 129 песо за килограмм. Кстати, замороженная черника, которая у них называется арандано, так же как и клюква почему-то, стоит 2000 песо за килограмм. Что мы открыли для себя, так это то, что батат, приготовленный на гриле, оказывается очень-очень вкусным. В комментариях к шортсу спрашивали про орехи и смеси. Вот большой выбор есть разных орехов. Смеси с кокосом есть, изюмом, с фруктами на любой вкус. Цены примерно вы видите. Это за 500 грамм цена. А в диетиках, в магазинах, которые специализируются на здоровом питании, еще больше. Что можно сказать с уверенностью, это то, что Аргентина мясная страна. Или даже мясная республика. Мясо здесь валом, на любой выбор. И цены довольно-таки вменяемые. Вот, например, это уже, скажем, готовые стейки, которые можно просто обжарить. Или это, наверное, и есть T-bone, да? Вот она, Т-образная кость. Цена за килограмм 900 песо. Яйца здесь чаще всего продаются тридцатками. Килограмм куриной миланесы стоит 1150 песо. Что такое миланеса? Это отбивная, либо просто распластанный кусочек мяса в панировке. Очень часто можно встретить как свиную, говяжью, так и куриную. А вот бараньи ножки по 1600 за килограмм.
А это наборы раннего осада. 1400 за килограмм. А вот такой товарищ, это поросенок, если вы не заметили, целиком продается в цене 2149 песо за килограмм. А вот, собственно, и тушки барашков по цене 1800 песо за килограмм. И вот снизу, кстати, морепродукты. Есть креветочки. Креветки стоят 4870 за килограмм. Размер сейчас вам покажу. Крупные такие креветки. Ну, довольно много льда на них, как я вижу. Но можно выбрать что-нибудь. Но вообще морепродукты лучше покупать в специальных магазинах, которые называются пескадерия. И это, по-моему, мидии будут за 250 грамм 771 песо. Вот они лежат. Кольца кальмаров 3400 песо за килограмм. И есть филе лосося. Сейчас посмотрим, сколько стоит. Давайте посмотрим. Например, вот такая ветчина серда, это свинина, из свинины. Это оптовый магазин, а вообще в маленьких продуктовых магазинах обычно вот это все нарезают, притом нарезают очень тонкими ломтиками, которые удобно класть на сэндвичи. Ну, есть и такие вот всякие мяски вкусненькие, но они здесь, сколько мы не пробовали, все очень соленые. И давайте уточним маленький нюанс. То, что у нас принято считать хамоном, здесь называется хамон крудо. Вот он, как выглядит. А обычная ветчина называется как раз таки хамон. Есть разные виды, но все это хамон. Для завтрака мы покупаем вот, например, ветчину 419 песо за килограмм. Это салями 1700. А, кстати, это, наверное, даже не ветчина, это типа мортаделла, такая колбаса. И очень удобно брать тоже нарезанный сыр по форме тостов. Цены вот, например, 2300 за килограмм. 2300. Есть 2. Сырок, выбор достаточно большой. Кстати, можно взять такой. А бри? А, нет, зеленый, а с голубым сыром. Может, местный возьмем? Не с голубой плесенью. Это импортный. Хорошо, Давай местный. вот этот возьмем бри, а голубой возьмем местный. Местный тоже очень вкусный. О, а это хумус. Для любителей хумуса вот много всего. Да, цена, значит, если 3 пачки этого брать по 1,5. Хумус. Даша, что такое хумус? А это такая паста из чего-то, я затрудняюсь ответить. Из каких-то бобов, по-моему. Слушай, а может попробуем? Мы ели у Тани Сергеевича. А вот, пожалуйста, твердые сыры. Тоже выбор огромен на самом деле. Здесь мы взяли попробовать аналог Маздам. Это не Маздам. Но это аналог. Он твердый. Ладно. Он просто в дырку, но твердый. Хорошо. И вот, пожалуйста, какие здоровые головешки. Местные голубые сыры. Да. Надо какой-то взять. Может такой. Правда, он последний. Мне не очень нравится цвет и его плесени. Вот этот мне нравится больше. Вот это тоже очень удобные бруски. Для тостов нарезать. Здесь еще есть большой сыр queso de crema. Это такой вот сыр из сливок. Если честно, затрудняюсь сейчас вспомнить, где его используют. Но показываю вам, что большой выбор такой есть. Большая упаковка масла за килограмм обходилась дороже, чем если брать маленькими. Вот сейчас будем сравнивать. Здесь цена 1504, а в большой упаковке 1200. Дешевле. Еще помню, что меня удивило, когда мы приехали в Аргентину и начали уже немножко разбираться в продуктах. Это то, что здесь очень просто гигантский большой выбор сливок.
И притом сливки здесь очень жирные. А еще прикольный момент, что сливки 12% стоят дороже, чем 20%. Не знаю почему. Те, кто жить не могут без сметаны, найдут себе здесь ее аналоги. Будет, конечно, не совсем то, но вот крема де лече — это молочные сливки. Крема — это тоже сливки. Есть в виде сыров. То есть, ну, в общем, из того, что мы пробовали, вот это было похоже. Вот молоко мы нашли по 162 песо за литр. Вот мы сейчас нагрузим йогурта для завтраков. И выбор растительного молока здесь тоже на любой вкус, какое хочешь молоко есть. Есть овсяное, миндальное, из киноа молоко. И от разных производителей. Еще есть какой-то Not Milk. И есть еще арахисовое. Сергей нашел свое счастье. О, на ликвидации, подожди, это они? Нокаут. Они на ликвидации, только подожди. Вот репостера — это тот, который был более густой, как кондитерский. Репостер — это и есть кондитерский. А вот этот классический. Объясни, что это такое? Да. Это, что это? Вареная сгущенка. Дульсе де леч. Кто у нас любит вареную сгущенку? Он. Особенность местного хлеба в том, что он практически не портится, то есть не плесневеет. Он может стоять месяцами. Вот у нас мы покупаем по 3 пачки больших. У нас есть большие разногласия по поводу этого хлеба. Я очень сильно против покупания 3 пачек за раз. И что он не портится, лежит. Ты против, что он не портится? Я против того, что мы едим хлеб, который не портится, и покупаем 3 пачки. Вообще-то выбор хлеба здесь огромный. Просто почему-то в тот раз, когда мы записывали предыдущий кусочек, не было вот этого всего. Но здесь прямо разгуляться можно и по разнообразию цен, и по ассортименту. Вот, пожалуйста, кондитерские заготовки. Или это уже даже готовые изделия. Раздел пива мы, конечно, не станем обходить стороной, по той простой причине, что в Аргентине очень много хороших марок. И варят пиво они довольно-таки неплохое, при этом по хорошей цене. Выбор большой. И практически все, которое мы пробовали, довольно вкусное. Ты ничего комментировать не будешь? 3,7 оценка. Вот мы берем обычно вот это вино. Но можно найти, в общем, с такой оценкой и по более низкой цене. Вообще, надо сказать, что выбор вин здесь огромен. Если позволяет время и есть желание, можно походить и при помощи приложения Vivino составить себе рейтинг наиболее высоко оцененных и недорогих при этом. Такие варианты попадаются довольно часто, нужно просто поискать. А вот и традиционный аргентинский и даже, наверное, кордобесский напиток фернет. Он бывает в традиционном виде. Для тех, кто не знает, скажу, что это нечто похожее на ягермейстер. То есть это травяной напиток, который очень полезен для желудка. Он бывает вот в классическом исполнении и бывает с мятой. Так, ну и давайте тему горячительных напитков закроем вот этим разделчиком, где есть и виски, и другие напитки. Как можно наблюдать, даже водка имеется, Смирнов. Разнообразная.
Вот. Ну вот мы с вами и прогулялись по одному из гипермаркетов Кордовы. Коих здесь, кстати, немало. А теперь давайте я покажу вам то, что все же больше соответствует местному формату жизни. В шаговой доступности есть магазинчики, вот, например, есть карнисерия. Сейчас мне делают в карнисерии фарш. Вот так вот выглядит витрина, но они еще не все выложили, потому что в раннее утро только открылись. В карнисерии можно купить мясо, трава для приготовления мяса и яйца. Здесь же рядом, на этом же пятачке, есть панадерия. Сейчас мы зайдем внутрь, посмотрим, что там есть. Помимо всяких мелочей, здесь продается выпечка. Ее прямо здесь пекут. Здесь можно найти также ветчину, сыр и какие-то вещи покушать. Оля, ¿qué tal? Здесь же можно найти немножко алкоголя, не крепкого. И какие-то напитки. Чё? Так. И здесь же, на этом пятачке, по другую сторону, есть поджерия. Это куриный магазинчик. Он сейчас закрыт. И вот, пожалуйста, есть вердулерия. Оля. Сейчас мы заглянем внутрь. Оля, buen día. В вердулерии, как ни странно, есть и алкоголь, и разного рода напитки. Даже немножко бытовой химии. И, собственно, сами фрукты и овощи. Все всегда свежее. Здесь есть и яйца. Цены, наверное, я, если честно, не сравнивал, но думаю, что где-то на уровне магазинных, супермаркетовских, или, может быть, чуть выше, но здесь всегда свежее все. Также здесь можно заказать вот такую сырно-мясную тарелку. Стоит она 1000 песо. Это меньше $3. Итак, вот мы подъехали к пескадерии. Это магазин морепродуктов и рыбы. Hola, ¿cómo estás? ¿Puedo filmar un poquito para mi pequeño vlog? Y yo quería comprar algo. Ajá. ¿Ok? ¿Cómo es el nombre? ¿Ah? ¿El nombre? Nombre de mi vlog, de camino a casa. Yo te puedo enviar el link a este vlog en YouTube. En YouTube. Sí, sí. Y yo quería saber más de mariscos acá en Córdoba y de pescado. Por ejemplo, si puede alguna persona comprar pescado fresco, no helado, no glaciado. No glaciado. Ajá. Sí, ¿es posible acá? ¿Tienes pescado fresco? ¿Este? Lo fresco, justo venía ahora a hacer un video que no hay nada. ¿Puede venir jueves? Ajá. ¿Jueves? ¿Puede venir jueves? ¿Tienes no sé cómo se dice en español, una vez por semana tienes ingreso de pescado, ¿sí? Sí, dos veces. 2 veces. ¿Cuáles días? Jueves y sábado. Jueves y sábado. Ajá, ok. Y entonces puedo venir en jueves y
y ver más que ahora, ¿sí? Yo tengo una explicación y todo. Ah, una aplicación. ¿Tienes una aplicación? Ah, explicación. Ah, ok. Ok. ¿Y dónde yo podría ver los precios para todas las opciones que tienes? El precio te lo dice mi escuela. Solo puedes decir. ¿No tienes página web o...? No tienes. Ok. Ok, por ejemplo... ¿Estás filmando en este momento? sí. Ajá. ¿Y cómo se llama esta? Este es besugo. Besugo? Besugo. Besugo. Y este es rubio. Besugo rubio. Este es surubí, este es de río. Río. ¿Y este es pollo de mar? No, esto es lomito de atún. Ah, lomito de atún. Lomito de atún. Y esto es merluza. 890 gramos sacamos. ¿Este qué? Merluza. Ah, merluza. Ok. Ok, gracias. Nosotros Y sabemos tener almejas vivas, viegas vivas, ostras vivas. ¿Vivas? Sí. En jueves, por ejemplo. Esta época justo recién empiezan a venir los camiones después de la vacación. Por eso hay poco. Ok. Entonces, en jueves puedo ver más opciones, ¿sí? Ok, muchas gracias. Y yo leí una página de Google Maps con vuestras fotos y yo veo cocinado, como sí, ¿qué tienes cocinado ahora, por ejemplo, para merienda o para no tienes nada? En Instagram. Ah, Antes hacíamos comida, ahora ya es. antes sí. Solo vendiendo ahora. Ok. ¿Y qué es estos? Eso es Boquerones. boquerones, pimienta y anchoas. ¿Y cómo se come? Eso con maceta nomás y ya está listo. Son listos para comer. Pizza. Ah. La pizza. Ajá. ¿Y puedo comprar ahora un vasito? Sí, puedes comprar. ¿Cómo? Ahora te lo abrimos. Ok. 9. Так, ну вот. Gracias. Выбор того, что здесь вообще бывает. Chao, hasta luego. Gracias. Сейчас по ценам не буду им дурить голову, но они сказали, что ответят на вопросы. Ну, давайте все-таки спрошу, наверное, сколько стоит филе тунца. ¿Cuánto cuesta filé de atún? 1600. 1600 por kilo. Sí. ¿Sí? Ok, perfecto. ¿Y estos pescados? ¿Cuáles son precios? Besugo 600 y Ajá. rubio 800. Perfecto. ¿Y puedo comprar ahora dos Sí. estos besugos? Besugos. Besugos. Sí. Ok, besugos. Eso es boquerón. ¿Y Eso es- puedo comer esto, por ejemplo, con cerveza? Sí, es perfecto. Ok, gracias. Gracias. Y el precio de un vasito es 880 y... Es por peso. Por Sí, está bien. Ok, perfecto. Voy a comprar esto и dos besugos. Muy bien. Ну все, ребята, я для вас договорился. Мне чуть позже скинут актуальные цены на сегодня. Чтобы они сохранили актуальность, я их конвертирую в доллары, покажу вам в долларах. Мне показали все, что они могут привезти, а это вообще почти что все. То есть у них есть доставка из Усуаи. Вот эта фотография, кстати, сделана в Усуаи. Они могут привезти даже краба, синтожи он здесь называется. Могут привезти дорадо, только не ту, которая в Беларуси, в России, а настоящая дорадо, которая золотого цвета, большая.
и, я надеюсь, вкусная. Сейчас для меня пошли чистить рыбки, те две, которые я купил, потому что он сказал, что он почистит лучше и с меньшими усилиями, чем это сделаю я. Собственно, вот. То есть, еще раз повторюсь, они имеют 2 привоза в неделю, в четверг и в субботу. То есть, в те дни мы можем увидеть здесь наверняка больше морепродуктов. Но, как мы заметили и как мне сказал продавец, забыл его имя, надо будет еще раз спросить, что здесь, в Кордобе, люди, ввиду их кулинарной культуры, так скажем, потребляют не так много морепродуктов и рыбы. В основном в ход идет мясо и курица. Но мы эту культуру можем немножечко подвинуть в нашу сторону, потому что нас здесь становится все больше. И я их предупредил, что сюда может приходить много русских, белорусов и украинцев в поисках хорошей вкусной рыбы. И они этому сами обрадовались, потому что они в этом в первую очередь заинтересованы. Итак, вот результат нашей закупки в Пескадерии. Дашка приготовила. Привет, Дашка. Привет. Мы пока не запомнили название этой рыбы, чуть позже скинем. И вот, собственно, анчоусы, они оказались совсем не соленые, Вообще не замоченные в каком-то маселке. Это мне? Да, оп. Они вообще не соленые и немножко кислые, и очень пахнут нерафинированным маслом подсолнечным. Да, и как подтвердил продавец по имени Лукас, это или Луис, неважно, Лукас, это очень хорошее сопровождение, допустим, под пивко. И я это подтверждаю. Рыба костлявая, да? Да, но она как будто речная, это не морская рыба. Мгм. Очень много. Окей. Ну, в общем, попозже мы попробуем и других видов. На сегодня квест выполнен. По крайней мере, мы нашли Пескадерию Марискерию, где можно купить все, вплоть до краба. Можно купить все, вплоть до краба. Причем можно купить живых морских гребешков, то есть прям в живом виде. И там для тебя могут разделать эту рыбу, потому что она была не разделанная. Мне предложили сделать это быстрее и лучше, чем это мог сделать я. Ну и, собственно, вот результат. 12 поросят. А я хочу добавить, что в магазинах здорового питания, или как их здесь еще называют, диетиках, есть большой выбор различных круп, семян, орехов и приправ. Цены вы можете видеть на экране. Делите эту цену примерно на 360 и узнаете, сколько стоит в долларах. Взяла зеленую гречку попробовать. Будем экспериментировать. Выпуск, однако, получился не маленький. Но хочется надеяться, что в нем мы, по крайней мере, смогли раскрыть тему продуктов в Аргентине. Кроме того, специально для вас мы оставляем в описании ссылку на табличку очередную, куда же без них, где вы сможете найти цены на разные виды продуктов и ссылку на сайт магазина, где сможете прицениться онлайн. Кто подписался и поставил лайк, молодец. А кто еще и оставил комментарий, вообще красавчик. Среди комментаторов мы разыграем через 5 недель вот такую колбочку. Секунду. Вот. Из нее, кстати, даже можно пить. Пожалуйста. И чтобы вы там не думали, розыгрыш к нашему первому ролику мы произведем в следующую пятницу, как раз когда ему тоже исполнится 5. Так что дерзайте, еще есть время что-нибудь настрочить. Всем большое спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока!